Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами этим вкуснейшим новогодним пирогом с начинкой. В качестве начинки мы будем использовать рикотту или творог и клубничное варенье. И получится просто одно объедение. Знаю, что многие любят печь десерты к Новому году, так что этот рецепт для вас. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 200 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла, пакетик разрыхлителя, это 15 грамм, и мука. И сразу приготовим начинку. Для начинки я возьму 500 грамм рикотты, а вы можете взять творог. И добавляю 2 столовые ложки сахара. И разбиваю одно небольшое яйцо. И хорошенько все перемешиваю до однородной массы. Наша начинка готова. Оставляем ее в сторону и займемся тестом. Сначала разбиваю яйца и смешиваю с сахаром. И хорошенько перемешиваю венчиком. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло. Затем добавляю разрыхлитель. Хорошенько перемешиваю и муку добавляю постепенно. Все пропорции я обязательно оставлю в описании под видео. И еще оставлю вам ссылочки на разные пироги, которые уже есть на канале. В конце тесто замешиваю руками. Муку добавляю на глаз, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем делю тесто на 2 части, одну побольше и одну немного поменьше. Примерно так. И меньшую часть убираю в холодильник. Затем беру форму для выпекания и смазываю сливочным маслом. Моя форма диаметром 30 сантиметров. И присыпаю мукой. Форму мы с вами приготовили, а теперь большую часть выкладываем в форму и постепенно равномерно распределяем по всей форме. А края стараемся сформировать повыше. Ну а теперь пирог заполняем творожной начинкой. Хорошенько ее распределяем по всей поверхности. Теперь берем клубничное варенье и выкладываем его вторым слоем сверху. Стараемся распределить его по всей поверхности. Если начинку вы готовили из творога, а не из рикотты, это будет легче сделать. Варенье у меня густое, и на рикотту сложновато распределить, но не переживайте, мы все равно накроем тестом сверху. Распределяйте полностью до краев. Теперь от теста, которое мы убирали в холодильник, отделяю кусочек теста в сторону. Из него мы сформируем маленькие звездочки для украшения, а остальное раскатываю на пергаментной бумаге. Обязательно присыпьте пергаментную бумагу мукой. Стараемся раскатать ровненько под диаметр нашей формы. Можете выложить форму сверху и вырезать, или подобрать тарелку такого диаметра. Я же всегда раскатываю на глаз и затем немного выравниваю руками. После того, как раскатали, обязательно уберите в холодильник на минут 15, иначе у вас не получится выложить его ровно сверху. Тесто очень мягкое. Пока тесто в холодильнике, мы сформируем звездочки. Кусочек, который мы оставляли для украшения, раскатываю на досточке, присыпанной мукой.
Раскатываем в тонкий пласт. И теперь я беру вот такую маленькую форму для печенья и формирую много маленьких звездочек. У меня самый маленький формат этой формы, но вы можете делать любого формата. Вот сколько звездочек у нас получилось, и пока мы ими занимались, тесто в холодильнике немного затвердело. Выкладываем его аккуратно сверху. Если нужно, немного подправляем. А теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Таким образом мы их выравниваем и запечатываем края пирога. И теперь остается выложить звездочки сверху. Я их буду выкладывать кругами, а вы можете выкладывать и в хаотичном порядке. Выкладывайте, как больше нравится вам. Если вам неохота тратить много времени на украшения, можете просто накрыть тестом и не украшать. Получится, конечно, быстрее. Но со звездочками он будет выглядеть по-новогоднему. Сначала я украсила его так, но так как у меня еще оставалось много звездочек, я второй круг заполнила звездочками почаще. Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю минут 30. Но, как всегда, все зависит от особенностей вашей духовки. Ну вот и готово. Даю пирогу немного остыть и сверху посыпаю сахарной пудрой. Последнее время мне больше нравится посыпать только с краю. Мне кажется, так красивее. И вот такой красивый новогодний пирог у нас получился. Красивый, ароматный и с нежной творожной начинкой. И еще с нотками клубники. Это не просто вкусно, это обалденно вкусно. И если вы любители творожной начинки, как и я, он вам точно понравится. Давайте покажу вам и в разрезе. Посмотрите, сколько начинки, и пропекся он отлично. Но разве он не выглядит аппетитно? Вы обязательно должны его попробовать. И если вам понравилось готовить вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Очень приятно получать обратную связь. И не забудьте заглядывать в описание под видео, я вам оставлю ссылочки на разные вкусные пироги. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!